Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по шестому уроку. В первой задаче нам нужно было создать переменную t1 со значением 6. Для этого я делаю переменную t1 и говорю, что ты будешь равняться 6. Нам нужно было к текущему значению переменной добавить 4, и записать это нужно развернутой записью. Для этого я пишу t1 к прошлому значению добавляю 4. В задаче 2 нам нужно было создать переменную со значением 40. Я так и делаю, создаю переменную, у которой будет значение 40. Теперь нам нужно разделить текущее значение переменной на 10. И написать это нужно в сокращенном формате. Это будет выглядеть вот так. Делю равно на 10. В задаче 3 нам нужно было создать переменную t3 со значением hello. Далее эту переменную нужно перезаписать, учитывая ее прошлое значение, и к нему добавить слово user. Для этого я пишу прошлое значение плюс наше обновление. И теперь мы можем вывести это в консоль. В ответе я вижу, что слово hello и user написаны слитно. Но нам по задаче нужно, чтобы это было все раздельно. Если я хочу разделить наши слова, мне нужно добавить пробел вот сюда. И как только там появился наш пробел, наши слова разделились. В задаче 4 нам нужно создать переменную t4, у которой будет значение слова топ. К этой переменной нам нужно добавить слово мастер, чтобы в итоге получилось слово топ-мастер. Для этого я делаю t4, перезаписываю с учетом прошлого значения, добавляю новое слово мастер. Сразу вспоминаю по прошлой задаче, что мне нужно их разделить. И если я хочу их разделить, я добавляю вот сюда пробел. По итогу задачи мне нужно это законсолить, поэтому я пишу console.log переменная t4. И в консоли мы видим, что все решено правильно. В задаче 5 нам нужно создать две переменных z1 и z2. Я ниже тут же создаю две переменных z1 со значением 6 и переменную z2 со значением 3. Далее я создаю div в нашей HTML-странице. Перехожу сюда, пишу div, это у нас пятая задача, поэтому div называется out5. И в этот div нам нужно вывести результат умножения данных переменных. Если мне нужно вывести в этот div, значит мне нужно его подключить к JavaScript. Для этого я копирую его класс, перехожу в наш код и подключаю. Использую document query selector, передавая в него наш класс. И ниже пишу переменную, вызывая у нее inner.html, записывая следующее выражение z1 умноженное на z2. В задаче 6 нам нужно создать div с текстом z. Окей, переходим в HTML, создаем div с классом out6 и текстом z. По задаче нам нужно использовать JavaScript, чтобы дописать в него слово best. Значит, если мне нужно дописать в этот div, я этот div должен подключить. Перехожу в наш код и подключаю div с классом out6 в переменную out6. Нам нужно добавить в эту переменную слово best.
Значит, мне нужно перезаписать текст. Я возьму наш тег, возьму его inner.html и буду перезаписывать текст. Нам нужно добавить к прошлому значению новое. К прошлому значению добавь новое. Слово best. В результате мы получаем как раз то, что нам и нужно было, а именно the best. В задаче 7 нам нужно создать div с текстом law. Окей, переходим в HTML, создаем дивчик, даем ему текст low и сразу класс out7. Также в этой задаче нам нужно добавить еще кнопку, по которой я буду кликать. Поэтому я добавляю кнопку, пишу btn7 и добавляю такой же класс, чтобы мы потом эту кнопку могли подключить в наш JavaScript. В задании нам нужно при каждом клике на кнопку дописывать к этому law буковку O. То есть при клике на кнопку, значит кнопку и div мы подключаем в JavaScript. Для этого используем все тот же наш query selector, но уже класс out7. И давайте сразу кнопку подключу btn7. Чтобы добавить кликабельность кнопки, мне нужно создать функцию. Пишу function f7 круглые фигурные скобки. Ниже соединяю кнопку с нашей функцией. btn7 onClick функция fun7. Когда я подключил нашу кнопку, могу переходить к логике. Логику буду писать в теле функции, и она будет выглядеть следующим образом. Я возьму div, куда мне нужно записывать наше обновление. Скажу, что я буду перезаписывать его текст. И когда я буду перезаписывать его текст, я возьму прошлое значение и добавлю новое. И после этой записи, когда я проверю, как работает наша кнопка, она уже выполняет всю ту задачу, которая нам нужна была. В задаче 8 нам нужно создать div кнопку. Для этого я перехожу в HTML, создаю наш div кнопку, переименую их под 8-ю задачу, потому что это уже 8-я задача. И уберу этот текст, потому что он этой задачи не касается. В JavaScript первое, что я делаю для реализации ответа на нашу задачу, это подключаю все теги, которые потребуются мне в данной задаче. А мне потребуется div и кнопка. Сразу переименуем переменную, чтобы понимали, к кому они относятся. Если мы хотим придать кликабельность кнопке, то обязательно создаем функцию, а ниже связываем эту функцию с нашей кнопкой. По задаче при каждом клике на btn8 нам нужно создавать новый параграф и визуализировать его на экране, на страничке. Это решение я все так же буду писать в стиле функции, и оно будет выглядеть так. Я беру div, который я хочу перезаписать, это наш div out8. Использую у него inner.html для перезаписи и скажу, что беру прошлое значение и к нему добавляю новое. А новое это параграф с текстом O. Когда мы проверим, как это работает, то при клике будем видеть O. Как раз при каждом клике появляется новое O, и это говорит о том, что задача выполнена правильно. В задаче 9 нам нужно создать уже список и кнопку. Хорошо, мы переходим в HTML. Тут я создаю список и кнопку. Сразу даю им другие классы, потому что это уже другая задача. Кнопку назову btn9, и нам нужен список, поэтому я делаю tag ul.
По задаче нам нужно при каждом клике на кнопку добавлять новый элемент списка в наш TextUL. Для решения я перехожу в JavaScript и в нем делаю уже нами очень стандартные действия. Именно подключаю тег, создаю функцию, добавляю кликабельность кнопки. Исходя из того, что это прям уже стандартные действия и мы должны были их уже заучить, я просто скопирую мое прошлое решение, но переименую наши классы, так как это будет решение уже для другой задачи, для 9. Ведь она максимально похожа на то, что у нас было в прошлой задаче. Там только отличие в том, что мы добавляем в TextUL и добавляем не параграф, а TextLi, но с текстом item. И теперь, когда я кликаю по нашей кнопке, я вижу, что у нас ничего не происходит. Скорее всего, когда я скопировал вот эту конструкцию, я не все переменные переименовал. Вчитаемся в то, как это написано. И да, мы сразу можем заметить, что, во-первых, вот здесь переменная 9, и вот здесь 9. Также кнопка тоже 9. А после этих коррекций, когда я кликну на уже нашу кнопку btn9, мы можем заметить, что все заработало так, как нам и нужно. Я понимаю, что когда вы решаете домашку, задачи очень похожи друг на друга. Грубо говоря, иногда они очень однотипные. И для решения проще скопировать всю эту конструкцию, изменив там только переменные. Так что, когда вы меняете эти переменные, тоже делайте это внимательно, чтобы вы все переименовали. Ведь если вы забудете, допустим, даже здесь вот переименовать, я ставлю кнопку 8, то у меня уже, видите, все не работает. То есть максимальная внимательность в этом переименовании. Для нашей последней на сегодня задачи нам нужно создать div и кнопку. Переходим в HTML, создаем div с классом out10, так как это у нас будет 10-я задача, и кнопку тоже с классом btn10 и текстом btn10. Я думаю, мы можем сразу подключить эти переменные в JavaScript и придать им кликабельность. То есть, видите, точно так же я копирую решение с прошлой задачи для новой задачи, но в ней переименовываю все уже под другую задачу, под задачу 10. Я везде понаставляю эти btn10, то есть тоже максимальная внимательность, переименовывать нужно везде, как тут, так и здесь. Если хотите, можете писать это все вручную, а лучше пишите это все вручную, если у вас плохо получается. Но если вы прям легко словили суть этих заданий, то можете, как и я, прокопировать это и прописать уже именно логику в ответе. По задаче при каждом клике на нашу кнопку btn10 мне нужно визуально показывать звездочку. Для этого я ответ буду писать в теле функции, ведь именно в теле функции отрабатывает код при клике, и в ней я запишу следующее. Span, как нам нужно было по задаче, и звездочку. Звездочку я скопировал заранее, потому что на клавиатуре у меня ее нету. У вас, скорее всего, тоже не будет. Теперь можно проверять. Кликаем по btn10 и видим, что, видите, при каждом клике добавляется звездочка. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.